Всем привет! Рада вас видеть на канале Тиана Таро. И мы сейчас поговорим с вами с картами и зададим очень простой вопрос, что сводит его с ума, когда он общается с вами. Это короткое гадание, опять я как говорю, это гадание моментальное. Мы с вами загадываем один вопрос. Мы здесь не смотрим историю вашей любви и жизни. Может быть, вы сегодня с ним общались, он потерял голову от чего-то, а может быть и не потерял. Итак, гадание у нас на 4 позиции. Что сводит его с ума, когда он общается с вами? Или сводило, или свело, или вообще, вот как он реагирует. Что сводит его с ума, когда он общается с вами? Так, у нас, как всегда, на этом канале 4 варианта. Кого интересуют развернутые расклады на один вариант, приходите на канал «Гадание на любовь». Ну, тоже Тиана, гадание на любовь. Так, позиция 1, 2, 3 и 4. Вы можете загадать разных людей, вы можете загадать одного и того же человека, но в разные временные промежутки. Так тоже можно смотреть. И даже все 4 карты, так как один сеанс гадания, они, в принципе, ответят вот 4 предложениями, что его сводит с ума. Так тоже можно смотреть. То есть вам даны все права. Как хотите, так и смотрите. Ну что ж, я думаю, что здесь больше говорить мне нечего. Давайте с вами будем смотреть расклад. А перед раскладом хочу поблагодарить за внимание, за поддержку канала. Ваши лайки, комментарии дают возможность каналу существовать. Я вам за это благодарна. Ну давайте читать. Так, что сводит его с ума, когда он общается с вами? Так, во-первых, нам его нужно посмотреть. Так, ну он у нас человек очень впечатлительный. Карта Луна. Скажем так, этого человека можно легко оморочить, если вы обладаете такой энергетикой или приемами. Вообще по Луне идут люди, которые вот в момент личных знакомств, они немного теряют голову. То есть им очень трудно определить реальность от иллюзии, вымысел от правды, видимое и невидимое. Эмоции не всегда контролируются этим человеком, и он может выдавать себя. По Луне, конечно, обратите внимание, если это ваш новый знакомый, обратите внимание, нет ли у него каких-то там психологических проблем или каких-то привязанностей. Это для новых. Если вы знаете, что нет, то первая карта говорит вот в какой-то степени, что такое Луна. Луна – это сумерки, это ночь. То есть некое умопомрачение приходит. А теперь смотрим. Вот ваша такая изюминка, которая заставляет этого человека сходить с ума. Так, какая у вас изюминка? Карта Шут. Чем вы действуете неожиданные, когда ваши поступки непредсказуемы, когда вы являетесь немножечко, когда ваше поведение безрассудно, когда в вас появляется детская такая искристость, когда вы смеетесь так, что не можете удержаться, когда вы каждый раз появляетесь в новом образе, неожиданном для этого человека, этот человек будет полностью терять рассудок. То есть Шут – это, ну, я бы сказала, это море юмора, море непредсказуемости, обновления. И когда он даже не может предугадать вашего следующего шага. То есть вот, он не может вас прочитать, и это его сводит с ума. Есть люди, которых можно легко прочитать. То есть он знает, вот я к ней приду, она сделает вот то-то, она сделает то-то, потом мы сделаем это и так далее. Это становится обыденным. Но в данном случае, когда вы способны, это не всегда бывает. Естественно, не каждый человек всегда может быть неожиданным. Но когда вы делаете поступки, совершаете поступки, не свойственные вам, этот человек теряет разум. Все, вот так. Вот так вот карты нам показали.
Я не беру эту карту, здесь у меня такой прием в этом раскладе. Так, смотрим с вами вариант номер 2. Что сводит его с ума, когда он общается с вами? Что сводит его с ума? Так, ну, открываем его. Так, ну, он у нас такой иерофант, жрец. То есть это человек определенных норм и правил, воспитанный, образованный, чтящий семейные традиции. Возможно, у этого человека есть такая черта, как догматизм. Его трудно в чем-то переубедить. По иерофанту люди живут всегда по писанным и неписанным законам, соблюдает традиции рода, соблюдает традиции своей культуры, иногда любит учить. Ну, и так сказать, если перегибают вот эту палку, то есть любят и поучать. То есть вот такой нравственно выдержанный человек, так карты его показали. И теперь мы с вами спросим, а что сводит его с ума? Что сводит его с ума? Спросим. Что сводит его с ума, когда он общается с вами? Так, открываем. Ваша неприступность сводит его с ума. Когда вы говорите «нет, нет, нет, не сейчас», это его сводит с ума. Также это ваша мудрость. Вы можете быть очень мудрой. Это также сводит его с ума. Но прежде всего, вот знаете, как неприступная крепость. Когда вы ставите ему какие-то условия, когда вы меняете даже время встречи, чтобы он дождался вас, когда вы опаздываете немного, это его сводит с ума. То есть тема борьбы, когда он является воином, который берет эту крепость, его это сводит с ума. Когда вы доступны, он следует по традициям. Все обычно. Ну вот тут такой нюанс нам карты показали. Ну что, дорогие друзья, давайте посмотрим следующую нашу карту. Следующий наш вариант. Так, кто у нас тут? Вариант номер 3. Тут у нас пошел повешенный, подвешенный. Ну, что я хочу сказать? Карты показывают нам человека, не хочу сказать жертва, человека, который имеет на все свой взгляд. То есть у него есть свое видение на вас, свое видение на себя. Ну, карта показывает пассивность, конечно. То есть, может быть, мы такой момент застали с вами, что пассивный. Но если вот как на него смотреть, на все смотрю под своей точкой зрения, под своим углом зрения, замечаю то, чего нет. Такие люди любят присматриваться, притормаживать, рассуждать, делать какие-то выводы, сравнивать с прошлым и не торопиться. Вот такой человек пришел. Так, а что же его сводит с ума, когда он общается с вами? Его сводит с ума, когда он терпит поражение, как ни странно. Когда вы стоите на своем. Когда вы стоите на своем, даже понимая, что вы не правы, это его сводит с ума. Вот вы сказали, вот буду делать только так. Он может повернуться, уйти, но это его с ума сведет. Его сводят с ума какие-то действия, которые идут вразрез с его взглядами, но это карта непокорности в какой-то степени, вы ему не покоряетесь. Если, например, он сам делает какие-то неблагородные поступки, ну, такие вот не очень хорошие, его сводит с ума, когда вы не играете на его поле, когда вы не отвечаете тем же самым. Когда вы уходите с гордо поднятой головой, он тогда понимает, что он проиграл. Тут вот я так могу сказать, тут идет два таких момента. Его сводит с ума, когда он чувствует, что он проиграл. Его сводит с ума, когда вы гордо уходите. Когда вы проиграли и гордо уходите, его это также сводит с ума. Но тут у нас, говорю, человек такой особенный. Ему нравится выискивать в партнере, ну, что-то новенькое. И к этому он может придираться. Но ваша непокорность, иногда временами дерзость, может быть, даже грубоватость, это его также сводит с ума. Так. Давайте посмотрим с вами четвертый вариант.
Четвертый вариант. Что сводит его с ума? Так, кто он у нас тут на момент просмотра? Ну, что, упрямый, спорщик, борец, человек со своим мнением. Ну, вот по пятерке жезлов, вот что бы ни говорили такие люди, вот у вас свое мнение, ему обязательно нужно сказать немного, что у него отличается. Вот такой. Ревнивец, ревнив, может быть ревнивый. Ревновать может по поводу и без повода. Ревность часто по этой карте идет на пустом месте. Там и не к чему ревновать, но я на всякий случай поревную. Ну, то, что спорщик, это да. Поспорить любит. Для него даже вот любовь как игра. Кто кого победит. Кто кого переспорит. Кто первый, кто второй. Так, а что же его сводит с ума? Что же его сводит с ума, когда он видит вас? Страсть, карта сила, но я ее называю страсть. Что его сводит с ума? Когда вы его укрощаете взглядом, он, видите, как там человек на льва смотрит. Когда вы его укрощаете взглядом, его сводит с ума ваша смелость, это раз, ваша стойкость. Потому что вот этот спорщик, он может такой, и локтями, так сказать, и руками помахать может. А вы как взглядом посмотрели, все, понимаете, что он пропал. Страстность сводит, конечно. Ну, прежде всего по этой карте еще ваша внутренняя сила. Может быть, он даже вас мало знает. Ну, например, вот вы где-то с ним там разговаривали, и вот задали такой вопрос, что его сводит с ума, когда он со мной общается, разговаривает. Может быть, это ваш начальник. Его все боятся. А вот вы входите в его кабинет, и он сам становится таким укрощенным львом. То есть, и это его сводит с ума. То есть, его сводит с ума ваша внутренняя сила. И, конечно, ваша сексуальность. Ну, вот такой короткий расклад. Карты с нами поговорили. Поблагодарим карты. Я поблагодарю вас. Всем всего доброго. Мира над головой. Безопасности вам и вашим близким. До новых встреч.